настроить, чтобы все желающие могли посмотреть. Да, вроде бы в эфире пишет, и тут я вижу комментарии. Всем добрый вечер, спасибо большое, что пришли. Так. Повторюсь, что у нас 2 прямых эфира, это по ниточкам был, и недавно, 2 дня назад, мы провели эфир по истории создания жакета и по знакомству с нашим мастером Раисой Демидовой. Наша команда: Раиса Демидова, наш главный основатель, ведущий мастер студии. Наши кураторы: Олеся Трапезникова, она курирует поток по МК-жакету, по МК-жилетке. Лариса Дейса, автор мастер-классов «Новичок», «Погружение» и также куратор мастер-класса «Болеро». Альбина Буймистер, куратор и мастер по мастер-классу «Жакет». Она сейчас является нашим ведущим куратором данного марафона. Наталья Мезенцева, Света, наш прекрасный администратор. Если у вас есть какие-то технические вопросы, можете всегда писать ей, она с радостью ответит. И меня зовут Анжелика, я дизайнер, соавтор наших мастер-классов, менеджер нашей студии. Какие у нас вообще есть мастер-классы? Я так коротко сейчас покажу вот эту градацию сложности, а потом вы про каждый мастер-класс подробнее. Мастер-класс «Новичок», мастер-класс «Погружение», мастер-класс «Болеро», мастер-класс «Жакет» и мастер-класс «Брюки» планируется у нас уже этим летом. Про каждый мастер-класс по отдельности. Мастер-класс «Новичок», ограничение по нему действует 1 месяц, то есть вы можете зарегистрироваться, пройти его, он бесплатный. Ссылка на него будет в описании к этому видео. Через Telegram-бот вы можете проходить уроки, он будет вам напоминать о том, чтобы там 3-й урок, 2-й пришел, чтобы вы сдавали домашнее задание. То есть очень удобный бот, рекомендую вам его использовать. 15 видеоуроков будет открыто по этому мастер-классу. Вот такие прекрасные мотивы, самые простые на самом-то деле, но даже для новичков, кто только погружается, в принципе, в знакомство крючком, будет очень полезен этот мастер-класс, и по окончании вы можете связать вот такой чудесный воротничок. Я на самом деле вот буквально за 2 минуты до начала нашего прямого эфира зашла в нашу общую группу. По этому мастер-классу есть общая группа, ее курирует как раз Лариса Дэн, отвечает как куратор на все вопросы. И я увидела, что сделали прекрасный воротничок черного цвета. Надин написала, что хочу сказать спасибо мастерицам, которые делились фото своих готовых воротничков. Они меня натолкнули на идею и вдохновили. И, конечно, огромная благодарность за этот бесплатный мастер-класс. Вот сейчас покажу воротничок. Видно, не видно? Вот. Так интересно, приятно, что все делятся своими успехами. А еще сегодня я исследовала, так сказать, наши чаты и нашла очень интересные 2 сообщения. Надежда, она проходит мастер-класс, вернее, сейчас марафон по жакету как раз. И она написала: «Здравствуйте, давно смотрю на эту технику вязания, вот решилась попробовать. Крючком вяжу в среднем, все еще учусь». И мне очень понравилось, что Алена из Англии, как раз мастер, который в этом году к нам присоединилась и обучается у нас на наших больших мастер-классах, написала: «Здравствуйте, Надежда, извините за непрошенный совет, но попробуйте курс «Новичок». Он бесплатный, но бесценный». И потом, чтобы укрепить навыки. Погружение. Поверьте, если действительно хотите научиться технике ирландского кружева, после этих курсов у вас нет шансов не преуспеть. Вот это очень приятно, потому что сколько бы я раз тут не рассказывала, что этот мастер-класс очень полезный, и, пожалуйста, даже если вы опытный мастер, не пропускайте его. По сути, лучше всего скажут это мастера, которые прошли, на себе испытали этот опыт этого мастер-класса и дали свою оценку. То есть это действительно выше всех похвал. Спасибо большое, что пишете в наших чатах открытых. Даже те мастера, которые уже там обучаются давно, все равно, да, конечно, это, возможно, выглядит как непрошенный совет, но приятно, что Алена поделилась своим опытом взаимодействия с нами.
По мастер-классу «Новичок» вы можете зарабатывать вот такие классные монеты от нашей студии Delays, накапливать эти монеты, а в дальнейшем обменивать их на мотивы из нашего платного каталога. То есть вы за счет этих монет получите эти мотивы бесплатно. Главное условие – это выполнение домашнего задания. То есть вы выполняете домашнее задание, и вы получаете эту монету. Накапливаете монету, а потом через нашего администратора можете приобрести на выбор один из 3 мотивов, который будет предложен. Следующий мастер-класс, он уже платный, такой за символическую небольшую стоимость. Мастер-класс погружения непосредственно в ирландское кружево. Его можно пройти в 2 частях за 2 месяца, он состоит из 20 видеоуроков. По окончанию этого мастер-класса вы вяжете небольшое изделие, такое вот как, например, такой воротничок. То есть там будут изучаться авторские мотивы Ларисы Дэй и, конечно же, нерегулярная сеточка. Вы можете связать, что вам хочется, может быть, сумочку, может быть, просто салфеточку в этом стиле. Ну, то есть, чтобы вы уже полноценно сделали хотя бы какое-то небольшое изделие и смогли ощутить свои силы, да, в этой технике. Следующий мастер-класс по градации сложности – это мастер-класс «Болеро». 43 урока, примерно можно освоить его за 6 месяцев. Набор группы у нас, тут последние считанные дни остались, можно присоединиться к группе до 6 мая. Есть сайт, в описании мы оставим сайт-визитку, где будут указаны все сайты с программами наших мастер-классов. Пожалуйста, изучите, если вы давно хотели, то рекомендуем вам не упускать такую возможность. До 6 мая можно вступить в этот мастер-класс, далее, возможно, только осенью мы откроем, если откроем туда продажи и вообще запуск на этот мастер-класс «Болеро». Следующий мастер-класс по сложности – это жакет. Набор группы происходит именно сейчас с помощью марафона бесплатного. О нем я чуть подробнее попозже расскажу. Мастер-класс брюки мы планируем в июне. Пока вот уже готов эскиз, будем готовить техническое задание. Конечно, урок по выкладке, по композиции брюк и формировать учебный план, контент-план, да, то есть какие мотивы туда пойдут. Уже все уроки отсняты, то есть мы будем планировать этот мастер-класс в течение всего мая и презентуем вам программу в конце мая, может в начале июня. Наберем группу, получается, летнюю. Это будет такая экспериментальная группа, поэтому стоимость на нее будет максимально приятная. Следующий набор, возможно, в этом году уже мы не будем делать. У нас есть уже свои планы, да, на осень, там и по шерсти хотели кардиган, просят уже года 2-3 нас запустить подобный мастер-класс. То есть, скорее всего, это мы по платью тоже просят. Брюки будет в этом году, возможно, только 1 раз. Поэтому, если вы давно вообще мечтаете связать брюки в этой технике, и вы действительно хорошо владеете крючком, потому что мастер-класс сложный, то есть болеро, жакет, он вообще попроще, гораздо проще, то рассмотрите для себя такой вариант, что вот в начале лета можно будет присоединиться к такому интересному мастер-классу. Также у нас есть каталог наших мотивов, если вы по каким-то причинам не хотите идти на большой мастер-класс, но вам понравились наши авторские мотивы, вы можете приобрести их по отдельности. Есть мотивы из мастер-класса «Болеро», из жакета, из сложных мастер-классов наших следующих, но имейте в виду, что в каталог не входят цветы. Мы цветы не продаем в розницу, они являются только частью больших мастер-классов. Также в розницу у нас можно приобрести мастер-классы по сеточкам, это уроки на планшете. Тут разные виды сеточек, их 12, вы можете также посмотреть по каталогу, почитать, поизучать материалы. С недавних пор мы добавили такую интересную новую функцию в нашем телеграм-канале, она называется «Новости». Вот тут такая кнопочка, если вы зайдете на наш телеграм-канал Delays Studio, вы увидите. Эта кнопочка означает, что если вы туда нажмете, вы, конечно, прочитаете все условия, но она вам поможет облегчить жизнь в какой-то степени, потому что мы будем, благодаря этой кнопке, вы подпишетесь на телеграм-бот наших новостей и будете узнавать только самое актуальное, самое важное. Никакой воды, то есть это четко, только по делу. Прямой эфир начали, прямой эфир там скоро начнется, то есть это какие-то предупреждения, что вот смотрите, не пропустите важную информацию, либо запуск бесплатных наших мастер-классов,
Если вам интересно, там будет максимально мало уведомлений, чтобы не выключать их, да, чтобы не пропускать важные запуски, вы можете подписаться на наши новости. Сегодня я еще раз хочу проговорить программу нашего марафона, который продлится с 30 апреля по 4 мая, 5 дней. Марафон посвящен запуску группы мастер-класса «Жакет». Мастер-класс «Жакет» состоит из 53 видеоуроков, которые суммарно выходят в 44 часа обработанного контента. То есть это каждое видео смонтировано. Это не в процессе вяжет мастер и комментирует, а это каждый видеоурок смонтирован отдельно, озвучен, добавлен там все склейки, чтобы материал был максимально продуктивный и полезный. Также в этот мастер-класс входит, конечно же, техническое задание и эскизы от дизайнера от 42 до 58 размера. Техническое задание — это четкая инструкция, сколько каких мотивов, там, например, вот там тех же колечек или пуговок или листиков идет в данное изделие. Например, вот во второй день марафона, 1 мая, был выставлен урок «Листик плоский». На данное изделие от 42 до 46 необходимо 34 листика связать, вот таких прекрасных 34 листика, чтобы они как бы вошли именно в это изделие. Конечно, вы всегда можете менять эскиз, всегда можете делать так, как вам хочется в вашей душе. Мы просто рекомендуем какие-то направляющие именно мотивы оставить на определенных местах, чтобы не потерять композицию общую, но мы вообще никогда не препятствовали тому, чтобы мастера полностью как-то меняли, да, и создавали свой эскиз. Если вы только обучаетесь, мы рекомендуем вам действовать по инструкции и по эскизу, потому что у вас в любом случае весь материал остается на руках, вы потом сможете связать и другой жакет, и под именно своим эскизом. В мастер-класс входит 36 PDF-файлов. На каждый мотив у нас идет фотоинструкция с описанием каждого шага для создания данного мотива. И с недавних пор мы подумали добавить еще схемы. Схемы будут именно в личном кабинете отображаться. Всего за этот мастер-класс вы изучаете 26 мотивов, целых 26 мотивов. Выкладка мотивов, конечно, на манекен. Все, кто у нас приобретают мастер-классы, у них получается рассрочка на манекен, беспроцентная, конечно же, и скидка 3000 рублей на любую модель на манекен нашей студии. Вы получаете шикарный результат. Даже мастера, которые никогда не вязали до этого крючком, действительно показывают уникальные возможности и вяжут подобные изделия. Но это не значит, что если вы никогда не вязали крючком, у вас что-то не получается, не расстраивайтесь, вообще всему в свое время, и действительно таких уникальных людей, у кого все сразу получилось, не так уж и много. Вы должны это понимать. У каждого мастера получится свой жакет. Мы сколько бы жакетов не видели, они все разные, поэтому это какая-то действительно такая уникальное изделие, не повторяющееся, потому что каждый мастер вкладывает в себя, свою душу, вообще свой стиль, почерк в изделие, и это создает уникальный результат. Вообще все наши мастер-классы размещены на специальной платформе нашей студии. Вы заходите через личный кабинет, через свой логин и пароль. У вас эта платформа открывается с любого устройства, с телефона, планшета, либо компьютера. Там все очень удобно, все по полочкам, все расписано. То есть там же идет и видеоурок, и PDF-файл, и описание этого мотива, домашнее задание, техническое задание, сразу, чтобы вы его не искали, несколько раз не открывали эту страницу, не скачивали, все в одном месте, в каждом уроке все это будет. И, конечно, примеры от других мастеров, как выглядит там тот или иной мотив, какой мастер его связал. Давайте сейчас проговорим про программу марафона крючком. Чтобы его пройти марафон, вам нужно пройти по ссылочке в описании марафона, тоже подписаться на Telegram-бот, и сразу же при регистрации вы получаете первый урок, мотив колечко. Вы можете его сдать на проверку куратору Альбине Буймистер. Поддержку от куратора вы получаете в общей группе, вам нужно будет туда вступить, чтобы
ну, как бы получить обратную связь, вы фотографируете свой мотив, только, пожалуйста, большая к вам просьба, фотографируйте при хорошем освещении. Если вы закончили мотив вязать ночью, ну, пожалуйста, сфотографируйте его утром при хорошем освещении. У окна можно, желательно какой-то нейтральной поверхности, то есть, не знаю, может быть, какой-то листок бумаги. Но если вы, например, белыми ниточками вяжете, то возьмите, ну, потемнее листок, тетрадку, книжку, да что угодно, но чтобы именно была однотонная поверхность, и вы могли вот сфотографировать, вот как здесь очень хорошо представлены колечки, да, чтобы куратору было удобно увидеть как бы каждую петелечку, и она смогла вам дать грамотную обратную связь. Если вы фотографируете в ночи, то куратору может просто быть не видно какие-то петельки, она может это упустить и не дать вам грамотную обратную связь. Я думаю, что это никому не нужно. Если по каким-то причинам, вот у нас есть такая там возможность дать все домашние задания вовремя, получить листок, ну, бесплатный еще один мотив в подарок. Давайте так, если вы закончили ночью, вы можете написать куратору: я все закончила, но можно утром вам пришлю фотографию. Вот. И поверьте, это будет считаться за то, что вы вовремя успели дать домашнее задание. Ну, то есть просто на следующее утро сфотографируйте качественно и пришлите куратору. Либо можете прислать 2 раза, но желательно, чтобы фотографии были действительно при хорошем освещении сделаны. Мне очень понравилось, тоже вот говорю, сегодня смотрела все наши чаты и нашла такое сообщение от Евгении. Здравствуйте, меня зовут Евгения. Давно интересует техника вязания ирландского кружева, но не умею. С чего начать? И, конечно, можно начать с марафона, безусловно. А можно начать с новичка. Да, то есть тут на самом деле для Евгения открыты все дороги, потому что марафон он сейчас проходит, и в рамках марафона желательно, конечно, например, сохранить для себя те же схемы, сохранить для себя материал, чтобы потом можно было его еще раз доработать. Но если, например, вообще нет никакого опыта вязания крючком, то лучше начинать с мастер-класса «Новичок», потому что даже опытные мастера, кто его прошел, рекомендуют его пройти, потому что они для себя даже подчеркнули много нового. Первый день марафона вы получаете листик, то есть если по прохождению колечка, вы получаете после этого листик. И у нас будет, конечно, добавлена схема. Уже добавлена схема, вернее. 2 мая, то есть сегодня уже вышел урок на 3-й мотив, это цветочек с пуговкой. И завтра, финальный день по урокам, это будет 3 мая, цветочек с клоунзом. Также будет схема добавлена к этому мотиву. В подарок, как я уже сказала, вы получаете листок, если сдаете вовремя все домашние задания. Домашние задания принимаем до 4 мая включительно. Присоединяйтесь к марафону, он бесплатный, вам этого ничего не стоит, только желательно ваше время, да, как бы уделить этому, потому что марафон после завершения его мы закрываем доступ к урокам, чтобы вы не удивлялись, но вы можете для себя как вариант сохранить схемы, чтобы у вас была возможность, например, вернуться к данным мотивам и еще раз связать, если по каким-то причинам вы не пойдете на большой мастер-класс жакет. И также у нас будет прямой эфир 4 мая, то есть в эту субботу в 4:30 по Москве в нашем YouTube-канале, не в Телеграме. То есть мы напрямую в YouTube выйдем, только в Телеграм транслировать этот эфир не будем. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на нас в YouTube, чтобы не пропустить. Если вы на марафоне, то вам обязательно придет ссылочка на YouTube. В этом прямом эфире мы проговорим подробно с Раисой. Она приедет ко мне, мы сядем рядом и проговорим всю внимательно и очень точно всю программу по мастер-классу жакет, ответим на все ваши вопросы. Если у вас, кстати, есть вопросы, можете писать их нашему администратору. И после этой программы мы анонсируем запуск как бы группы, и можно будет присоединиться. Напоминаю, что доступ к урокам у вас остается навсегда. То есть, да, все хранится в вашем личном кабинете. Пока мы работаем на данной платформе, доступ у вас к ней есть. Если по каким-то причинам мы переедем или не будем больше вот работать с этой платформой, или там что-то поменяется, ну, в любом случае, вы всегда можете к нам обратиться, мы найдем способ, как вам передать все
материалы. Посмотреть подробную программу можно у нас на сайте про мастер-класс жакет. Ссылочку оставим в описании к этому видео. Там есть и фото всех мотивов, там есть и описание программы, там есть и видео описание, даже можно посмотреть короткое 10-минутное видео, там тоже уже зрительно как бы видно все мотивы, каждый мотив продемонстрирован, сеточки продемонстрированы, то есть можете изучить подобным образом. Вы можете дождаться субботы и прийти на прямой эфир и спросить, послушать именно от авторов этого мастер-класса, из чего он состоит. По тарифам данного мастер-класса у нас есть 3 варианта стоимости по Тинькофф рассрочке. Это рассрочка на 12, на 10 и на 6 месяцев. Но сейчас у нас вот такая разовая акция, мы впервые ее делаем, это с 30 апреля по 4 мая будет действовать скидка 20%. И таким образом оплата вместо 39 тысяч рублей по этому мастер-классу составит 31 200 рублей. То есть вы можете либо вот сразу разово приобрести мастер-класс по такой стоимости, либо приобрести по рассрочке на 12 месяцев. По этой же стоимости, представьте, по этой же скидке будет 2600 в месяц, на 10 месяцев 3120 рублей и на 6 месяцев 5200 рублей. С 5 мая по 6 мая, то есть в момент, когда мы начинаем уже прямой эфир, то есть до прямого эфира еще будет действовать скидка вот эти 20%, но как только мы начнем прямой эфир, ой, тут получается, да, вот после прямого эфира, после прямого эфира, то есть вечером 4 мая уже можно будет приобрести мастер-класс по стоимости с 10% скидкой. Это получается 35 100 рублей. Также можно будет и в рассрочку оплатить данный мастер-класс, то есть по Тинькофф рассрочке это 12 месяцев, оплата в месяц 2925 рублей, 10 месяцев это 3510 рублей, и полгода, 6 месяцев, это 5850 рублей. Присоединиться к группе можно будет до 6 июня. Получается, по 6 мая включительно действует 10% скидка, а после 6 мая будет возвращена обычная его стоимость, это 39 тысяч рублей. По стоимости также можно будет до 6 мая присоединиться, конечно, и по рассрочке. Вы тарифы видите, они есть и на сайте, и вот здесь в презентации. Первый платеж по рассрочке, очень что удобно, через месяц. То есть если вы присоединяетесь сейчас, то приступайте к обучению сразу, а оплачиваете его уже через месяц. Также напоминаю, что у нас есть каталог, где можно в розницу приобрести те же самые мотивы, но учтите, что по, получается, оплате, если мы суммируем все уроки, которые входят в данный мастер-класс и мотивы, это получается гораздо выгоднее купить скопом данный мастер-класс, тем более с 20% скидкой, такого вообще мы никогда еще не делали, поэтому не упустите такую возможность. Не знаю, будем мы повторять подобную акцию или нет, но вот было у нас максимум только 10% скидка, 20% мы еще не делали. Можно будет до начала прямого эфира приобрести по такой приятной скидке. Либо по каталогу вы можете приобрести те мотивы, которые вам понравились. Старт группы планируется на 10 мая. И знаете, такая интересная мысль, готовь сани летом, потому что у нас много кто пишет, вот, сейчас дача начнется, какое вязание, приду к вам осенью. А вот осенью не то, что может не начаться момента, да, но знаете, как приятно связать к Новому году для себя изделие, либо для своего, например, для своей родственницы, либо на заказ, да, связать изделие к Новому году, это реально вполне возможно, потому что мы сани готовим летом, как говорится. И мотивы очень удобно вязать и в дороге, и в пути, и вообще в путешествии. Это то же самое, ну, что может наоборот это лето скрасить, потому что у вас будет какое-то свое любимое дело, которым вы будете заниматься в течение всего лета, а уже ближе к осени, например, взять манекен, приобрести и планировать сборку изделия осенью и зимой. По-моему, вообще прекрасный вариант. Если что, я вас предупредила.
Ну и, конечно, наша цель — это ваш результат. Мы это доказываем не первый раз, показываем результатами наших мастериц. Вы можете зайти на наши сайты, посмотреть фотографии, истории мастериц, которые описывали свой опыт взаимодействия с нашей студией. Даже мастерицы, которые, например, никогда там не вязали именно ирландское кружево, но вязали до этого крючком и только мечтали связать ирландское кружево, его вяжет. Ну и давайте вот вернемся к теме сегодняшнего прямого эфира. Это ирландское кружево — мечта или реальность? Сегодня я исследовала наши чаты и нашла очень интересные сообщения. Я сейчас вам их зачитаю, а потом поделюсь своей личной такой историей, опытом. Надежда пишет: здравствуйте, я Надежда. Лет 10 назад научилась по журналам читать схемы, вязать крючком. Спицами вяжу больше 40 лет. Больше 40 лет, представляете? Крючком вязала много, все раздариваю. В последнее время увлеклась вязанием ковров из полиэфирного шнура. Элементы ирландского кружева уже умею вязать. Лет 7 назад навязала листьев для кардигана «Осень», так захотелось назвать его. Даже раскроила из ткани основу кардигана, разложила и закрепила листья. И на этом все. Как вязать сеточку, не хватило ума. До сих пор моя заготовочка лежит в антресолях. Надеюсь, с вами освою и ирландское кружево. Всем добрый день, меня зовут Любовь. Родилась и жила на Сахалине 5,5 лет и переехала в США. Вяжу лет с 9. Возможно, кто-то помнит, были дома пионеров с разными кружками. Так и родилась моя любовь к вязанию спицами. Крючок уже осваивала самостоятельно в 80-х годах. Лет 15 назад дочери связала кардиган в стиле фриформ. И к своим интересным годам решила более глубоко освоить технику ирландского кружева. Добрый день, меня зовут Татьяна, вяжу давно и спицами, и крючком, но вот ирландское кружево пока не освоила, но очень не хочется, мотивы вязать могу, а вот соединить сеточкой не пробовала. Наталья. Здравствуй, меня зовут Наталья, я из Ташкента. Вязать учила бабушка в детстве. Очень нравится ирландское кружево, но, к сожалению, не умею его вязать. Доброго времени суток, меня зовут Наталья, я из Тульской области. Крючком вязала в школе, затем лет 30 не брала в руки. Очень хочу научиться вязать ирландское кружево. Какие у вас красивые работы, восхищаюсь вашим мастером. Я очень рада, что вы появились в моей жизни. Благодарю. Здравствуйте, Халима. Вяжу давно на машине и крючком. Очень нравится ирландское кружево, но я сшивала фрагменты между собой. Хочется освоить сеточку. Татьяна. Доброе утро. Меня зовут Татьяна. Вяжу спицами и крючком с детства. Мне 63 года. Давно хотела научиться технике ирландского кружева. Надеюсь, с вами осилю. Ирина. Здравствуйте всем. Я Ирина, Питер. Можно я тут у вас постою в сторонке, тихонько погляжу, подслушаю. Я сейчас на мастер-классе болеро. Поняла, что, как и в любом другом творчестве, в ирландском кружеве важна насмотренность. Прочитала у бота, что надо еще писать, сколько я вяжу. Очень-очень давно. Наверное, с 1 класса. А сейчас мне 50 почти. Получается 43 года. Татьяна. Всем добрый день, меня зовут Татьяна, я из Новосибирска. Крючком вяжу с 25 лет, сегодня мне 59. Вяжу элементы ирландского кружева для украшения своих изделий. Всем здравствуйте, я Эльвира, живу в Лаишево, вяжу с 17 лет, правда был небольшой перерыв, пока работала. Сейчас я на пенсии, снова вернусь к своему любимому занятию. Всегда восхищалась ирландским кружевом, но сама не пробовала вязать. Думаю, сейчас мне выпал такой шанс. Добрый день, меня зовут Ольга, живу в Москве, вяжу с 15 лет, но почти всегда спицами, крючком только обвязываю изделия. Меня завораживают изделия в технике ирландского кружева. Я восхищаюсь мастером и терпением мастериц, которые делают эти изделия. Хочу попробовать. Татьяна. Добрый день, меня зовут Татьяна, вяжу давно и спицами, и крючком, но вот ирландское кружево пока не освоила, но очень хочется. Мотивы вязать могу, а вот соединить сеточкой не пробовала.
Добрый день, меня зовут Галина, я из города Алматы, Казахстан. Вяжу лет 40, не часто как любитель. Ирландское кружево — это моя мечта. Знаете, это маленькая часть, вот просто маленькая часть того, что я видела в этом чате. Сообщений очень много. И очень много в подобном характере, что вяжу очень давно. Там есть и такие, кто вяжет и по 20, и по 30, и по 40 лет. И это действительно большой отрезок времени, просто гигантский. И ирландское кружево там для многих является действительно мечтой, но очень недостижимой. И это, знаете, так непонятно было мне, когда я это читала. Это, конечно, очень восхищает. Такое обилие, большое количество талантливых, творческих людей, все вместе. И я очень рада, что там Света, прекрасный маркетолог, все организовала так, что все пришли именно на наш марафон. Да, он бесплатный. То есть мы открываем возможность познакомиться с нашей студией. Но когда ты видишь такое большое количество людей, которые вяжут по 20, 30, 40 лет, но у этого нету имени. Ну, то есть, знаете, каждый из этих мастеров не превращается в мастера с большим именем. Хотя, возможно, у многих была бы такая возможность роста, да, то есть действительно кто-то из них наверняка очень талантливый, но жизнь так поворачивалась, не было таких условий, что не созрели, да, не созрели условия для реализации себя как мастера. И я хочу поделиться с вами своей личной историей. В 2018 году, в конце 2018 года, я прошла консультацию по китайской метафизике, бадзи называется. Возможно, вы слышали что-то про фэн-шуй, то есть это очень такая специфическая, наверное, может, что-то типа натальной карты, то есть, но это вот именно фэн-шуй, это не про звезды, это про энергию, циркулирующая в пространстве, как, возможно, вы смотрели Кунг-фу Панда, там рассказывается про энергию ци, да, как раскачать свое внутреннее ци, и, в принципе, все китайцы в Сингапуре очень уважают и как бы чтят традицию бадзи культуры, и все живут в априори своей вот этой стихии. И тогда меня настолько захватила данная тема, что я начала читать просто вот на следующий день. Я спросила, уточнила все, как это называется. Я открыла там тогда Нельзяграм, подписалась на 5-6 специалистов, которых нашла, то есть больше не было специалистов. Представляете, во всем интернете всего 5-6 специалистов, которые пишут о данной методике. И я просто начала читать. Где бы я ни находилась, я всегда читала. То есть какую-то новую статью, мне казалось, я перечитала абсолютно все. Дошло до того, что я, конечно, всем своим друзьям об этом рассказала, что мне так все это понравилось. Я уже посмотрела карты всех своих родственников, всех своих друзей. Начала уже им что-то рассказывать, ну, на вдохновение, что мне это так понравилось, мне показалось это настолько просто и гениально, меня захватила эта система. Но обучения не было, ну, то есть либо оно было, и оно было каких-то гигантских денег стоило на тот момент, это под 1 миллион только какой-нибудь курс, и то надо обязательно дождаться из Сингапура какого-то специалиста или учить английский язык, туда лететь, но просто это специфика английского языка. Одно дело, когда вы, например, на бытовом уровне общаетесь, а другое дело понять китайского гуру, да, в этом, его вот этот специфический язык, именно терминологии, я понимала, что это, ну, вообще недостижимо, что это очень дорого, что это невозможно. И тут наступает ковид, и у меня появляется знакомый, который вспоминает, что вот я когда-то была этим увлечена, и он говорит, я хочу заказать у тебя консультацию. А я ему объясняю, я не консультирую, потому что я не училась ни на кого, ну, из специалистов, я просто много читаю об этом, свободной информации, но я не специалист. Я ему отказала. В итоге он настоял, сказал, что оплатит мне какой-нибудь курс, не знаю, вот именно хотел от меня это обучение. Я подумала, ладно, окей. Нашла какой-то курс в просторах интернета за 1020 где-то, какой-то мини-курс по одной только теме, по которой ему нужно было.
И он решил мне его оплатить. Я подумала, ладно, раз он так настаивает, то я не против буду изучить что-то платное, тем более на тот момент мне казалось, ну, это не то, в чем я хотела, в принципе, вкладываться, но мне это просто нравилось, это было моим хобби. Я сделала ему эту консультацию, ему все понравилось, через какое-то время он вернулся опять, и просто начал там из своих друзей каких-то приводить, я отказывала, потому что я понимала, что у меня нет знаний, нет столько ну, информации в голове, да, чтобы действительно брать за это деньги. То есть я поэтому отказывалась. А через год я на просторах интернета наткнулась на объявление от одного специалиста по бадзи, я на нее подписалась, я сомневалась, нравится она мне или не нравится, то есть, но потом я попала на ее вебинар бесплатный, как это, в принципе, выстроено в любом инфопродукте, и оказалось, что она учитель в Государственном университете китайского языка, и все изучила непосредственно ну, как бы на китайском языке, у нее хороший английский, то есть она прям вот училась у тех самых гуру с очень-очень высоким ценником, и я влюбилась. Вы знаете, вот я подумала, ладно, учеба вообще, ну, просто хобби, как я вообще могу в это влезть, но это вот была моя первая рассрочка, также от Тинькова, я ее взяла. Я долго сомневалась, я маме даже не сказала об этом, если честно, но вот я подумала, что я хочу в свою мечту вложиться, мне просто это нравилось, это такое хобби было, такое любимое, отдушина, знаете, вот работаешь, а потом перед ночью, ну, ночью уже лежишь, открываешь телефон, читаешь еще одну какую-нибудь статью, еще одну статью, то есть мне это просто очень нравилось, я наслаждалась этим. Я, конечно, и работу свою люблю, и студию нашу люблю, но это какое-то такое отвлечение было очень приятное. И в итоге я приобрела этот курс. Я вообще ни секунды не жалею, что я это сделала. Мы очень подружились с этим мастером. Скоро, возможно, к ней в гости вот поеду, увижусь в ее город. И как только я приобрела это обучение, я стала более серьезно относиться к тому, что я делаю. И тот объем материала, который она мне открыла, а это оказался это очень много материала, там одни методички по 100 страниц, 40 уроков, у каждого своя методичка, и я поняла, что действительно за мной, ну, я наткнулась на профессионала, и мне очень просто повезло, потому что она переработала огромный пласт информации, она все перевела, все сделала доступным языком, и я, не знаю, наверное, в первый год я каждое утро я слушала ее уроки, и я писала ей слова благодарности буквально каждую неделю, потому что я понимала, что она проделала вот этот путь и сократила мне возможность такого же пути, понимаете? И после этого и клиенты стали появляться. И, конечно, когда я вложилась в эту учебу, когда за мной уже были знания, когда я понимала, что если что, я всегда могу обратиться к учителю, к группе, которая тоже там, ну, как мы общаемся, да, какие-то кейсы разбираем, карты друг друга, то есть там комьюнити, да, какое-то. Когда я поняла, что за мной есть еще кто-то, и я не одна, я начала ставить ценник. И я окупила свою учебу уже раза в 3. 3 раза окупила свою учебу, хотя тогда мне казались это гигантскими деньгами, но именно благодаря вот этой уверенности, поддержке, пути, который прорисовал учитель, сделала очень подробный материал, я просто шла шаг за шагом. Я до сих пор, если честно, не закончила курс. То есть я его слушаю, но мне кажется, я еще недостаточно там, типа, чтобы пойти на экзамен или еще что-то. Но клиенты просто появляются, они идут по сарафанке, и уже тех знаний, которые я получила там, достаточно для того, чтобы ответить на все вопросы, которые задают клиенты. И это здорово, понимаете? То есть я поверила в себя благодаря тому, что вложилась, во-первых, раз, да, во-вторых, для меня какой-то стимул такой вырос, понимание того, что если что, я всегда могу спросить, у меня есть учитель, а в-третьих, есть комьюнити, если что, я могу и всем своим вот этим коллегам спросить, вот как вы тут, а вы вот с такой ситуацией встречались или не встречались, и каждый день я вижу, что в этом чате много, то есть сообщений, я их читаю периодически, тоже могу что-то подсказать, потому что опыт нарабатывается. И из моего вот этого хобби это превратилось в стабильный даже такой уже заработок.
Но я не беру много клиентов, потому что я очень медленно делаю эти разборы до сих пор, потому что в приоритете, конечно, работа над студией. Но это тоже дает возможность общения с новыми, абсолютно новыми для меня людьми, со знакомствами какими-то, поездками. Ну, то есть это здорово, потому что ты, когда вкладываешься в свое, возможно, хобби, но хобби, оно, правда, может перерасти и в заработок в дальнейшем. И это я к чему? Очень много мастериц тут действительно писала, что большое количество времени вяжет крючком, возможно, мечтает об ирландском именно кружеве, попробовать его, но вот что-то тормозило, что-то как не складывались, да, условия. И тут я поняла, что вот интернет и те возможности, которые он нам открывает, особенно в последние 3-4 года, когда онлайн-обучение стало вообще нормальным, возможным, что действительно и люди, и профессии новые осваивают. Даже Света, наш прекрасный администратор, она прошла курс у блогера, то есть инфопродукт, и после этого я ее нашла. То есть она была действительно подготовлена именно на те задачи, которым обучилась там. Конечно, никто не умаляет, что есть еще какие-то свои знания, можно еще что-то нарабатывать. Но когда есть от и до разработанный материал, и ты просто идешь шаг за шагом, и он действительно без воды, он действительно передает какие-то знания, а этим вы можете удостовериться только если вы увидите кейсы этой там студии, этого автора, этого учителя. Посмотрите, что сделали его ученики, посмотрите, на что они способны, чему они научились за месяцы или там годы взаимодействия с той же самой студией. И я понимаю, что наши вот эти связанные изделия, жакеты, болеро, недавно вот жилетка появилась, да, первая, то есть как изделия, правда, как результаты мастеров говорят за нас, за наше качество. И очень важно, конечно, быть открытым этому опыту и понимать, что ты можешь, конечно, и сам обучиться. У нас недавно в нашей общей группе был пост выложен, и там вот поднялась такая дискуссия того, что вообще мастер-класс, да, это вы сами все делаете, вы просто повторяете, вы можете и в интернете это все найти. Вы можете, но таким образом вы будете это делать очень долго, потому что вы будете сами нарабатывать свой опыт, и это прекрасно. Я тому пример. Я просто нарабатывала очень-очень долго свой опыт, но когда я встретила специалиста, который мне от и до нарисовал весь этот путь, придумал вот эту именно градацию, очень сложный, для меня это как наука, действительно, это очень сложный предмет, перевел это все с трактатов китайских, с оригинала, и я понимаю, что, действительно, ее труд, просто стоит колоссальных денег. Она сократила мне, на самом деле, она сократила мне мои расходы, и она сократила мне время, которое я могла бы этому уделить. Потому что я могла какую-то информацию разрозненно покупать, или я могла долгое время вкладываться в свое обучение, изучать китайский или английский на таком уровне, чтобы сама летать и это все изучить. То есть она помогла мне очень сильно сократить возможность перейти уже от изучения к практике, к применению этих знаний. То же самое, мне кажется, мы со своей студией создаем, мы делаем вот эту градацию роста. Вы можете не идти там до самого конца, мы, в принципе, так и не то, что прям сильно желаем, чтобы вы прошли все наши мастер-классы. Мы рекомендуем пройти точно новичок, он бесплатный, вы ничего не потеряете, вы только время свое вложите в это и усердие. Погружение, там символическая очень такая маленькая оплата, и он действительно очень-очень объемный по той информации, которая дается, и этого уже будет достаточно для того, чтобы создать какие-то небольшие изделия из ирландского кружева. Но если вам нужно изделия плечевого характера, то там жакет, болеро, возможно, другие мы сейчас еще создадим мастер-классы, хотя бы один марафон, один мастер-класс, и вы уже знаете все, вам не нужно идти на следующие какие-то другие наши мастер-классы. Это уже чисто по желанию. Мы в каждом мастер-классе стараемся вложить абсолютно весь цикл создания изделия, чтобы вы, пройдя только один большой мастер-класс, узнали все секреты.
чем нам это выгодно? Давайте об этом поговорим. Мы на самом деле тут как откровенно разговариваем. Мы создавали изделия на заказ. Потом мы поняли, что можно создавать изделия на заказ более быстро. И это единственный способ это сделать, это брать манекен под заказчика, конечно же, под его мерки, и команда. С командой создавать изделия гораздо быстрее, потому что вы вяжете, и вы вместе можете быстро связать. Кто-то вяжет такие мотивы, кто-то такие мотивы, кто-то такие мотивы, потом это все просто соединяется сеточкой. Вот, изделие готово. Изначально мотивация была только исключительно в этом. Сейчас, спустя годы, когда мы уже придумали, разработали, мы просто начали обучение, чтобы обучить команду и найти таких мастеров в нашу команду, а потом поняли, что обучение это на самом деле не такая легкая история, там за 3 месяца мы думали, что мы справимся, создадим мастер-класс, все расскажем, столько подводных камней, столько, мы уже вот последние 4 года эти подводные камни все изучаем, перебираем, понимаем, что надо сделать грамотно и качественно. И благодаря вот созданию этих курсов, благодаря обучению нашей будущей команде, что, собственно говоря, реально к этому способствовало, наша команда увеличивается. Даже сейчас мы уже видим мастеров, которым мы бы хотели в дальнейшем с ними сотрудничать именно на изделии. Мы видим качество их работы, мы видим, как они с нами общаются, нам приятны эти люди. То есть нам хочется же работать с тем, кто тебе нравится. И это обучение, оно, возможно, начиналось просто как быстренько мастер-класс создать, но сейчас это превращается в такую целую индустрию, да, то есть где есть вот этот рост. Мы видим, что мастера друг с другом обмениваются, что они встречаются. Мы видим, как мастера получают свои заказы, как они окупают свое обучение, как им приносит их хобби в дальнейшем заработок. И это безумно приятно, потому что этот проект, он уже давно вырос за рамки только нашей маленькой студии, мамы и дочки, да, он стал именно студией, где мастера приходят, проходят вот этот маленький путь от новичка до какого-нибудь большого мастер-класса, создают свои изделия, и они растут. И ирландское кружево не становится мечтой, оно становится реальностью. Просто нужно понимать, что этот путь есть, он его можно пройти. Вы можете его пойти в интернете искать, мы вообще не настаиваем на этом. Но мы создали этот алгоритм, мы создали эти уроки как раз для тех, кто хочет из мечты реальность уже создать, перешагнуть вот эту какую-то грань непонимания, типа как соединить эти мотивы, как это вообще создать. Вот даже вот про этот осень кардиган с листьями. Один манекен, и вам не надо думать про то, как там распределить правильно по выкройке эти мотивы. Вот куда вы его прилепили, вот тут он и будет на вас, понимаете? А ту же сеточку можно, вот мы сейчас будем готовить материал по соединению элементов, будет целый урок, можно будет даже вот приобретя этот один урок, вы сможете собрать. Конечно, здорово будет, если вы пойдете на какой-то большой мастер-класс, чтобы понять, как втачивать рукав правильно, да, как работать с рукавами. Но если у вас там, например, жилеточка, то я уверена, что тут все можно найти. Мы в нашей студии создаем это пространство для того, чтобы каждый мастер мог для себя найти что-то полезное. И следующая тема, которую я бы хотела поднять в этот четверг, это что мы растем, когда мы признаем свои ошибки. Но нужно тут ремарочек такой. В момент, когда мы что-то делали, мы можем не понимать, что это была ошибка. И либо мы не понимали, что чего-то не хватает. То есть мы всегда только с прошествия какого-то времени можем увидеть картину целиком, и тогда уже сделать какие-то выводы. И это нормально, это процесс роста. Мы сейчас работаем над созданием схем. Еще 2 года назад, когда мы только начали придумывать нашу платформу, мы раньше вообще действовали так, у нас были в WhatsApp группе, мы там туда бросали все материалы, а потом мы поняли, что, как бы было здорово и удобно, если бы у каждого мастера был свой личный кабинет, где вот все красивенько оформлено, все по полочкам, да. И мы поняли, что здорово будет создать эту платформу, начали над ней работать. Провели небольшой опрос,
по всем мастерицам, которые проходили наши мастер-классы, и увидели такой запрос, что они попросили добавить схемы. Но на тот момент нам это казалось невозможным. То есть, ну, правда, не было таких инструментов у нас на тот момент, мы не понимали, как эти схемы нарисовать. Ну, представьте, вот я вижу, что большинство мастеров, они либо в Paint рисуют эти схемы, либо даже прямо от руки рисуют, потом фотографируют или сканируют. И мы, ну, не хотели таким путем идти. И на тот момент, 2 года назад, мы как бы отказались от этой идеи. Мы попробовали, поняли, что нет, и отказались. И вот спустя 2 года очень здорово, когда появляются мастера, которые, в принципе, умеют очень грамотно высказывать свои предложения. Мастера, которые умеют взаимодействовать таким, ну, знаете, как... Вот я, например, обучаясь на этом курсе своем по бадзи, вот эта китайская астрология, я нахожу некоторые недочеты. Но мне ни разу в голову не пришло это прислать в общую группу со всеми мастерицами, сказать: смотрите, вот тут вот неправда, тут что-то не так. Я всегда пишу в администрацию и говорю: вот тут кажется, есть опечатка, потому что я понимаю, что это, скорее всего, это опечатка, это не специально сделано. Когда человек создает такое огромное количество материала, ну, просто глаза как бы замусоливаются, и просто ты можешь не увидеть это, и это нормально. Так как мы сами создаем большое-большое количество информации и большое количество контента, я это прекрасно понимаю. Поэтому я иду в администрацию и как бы всегда им присылаю на регулярной, на самом деле, основе вот эти скрины с PDF-ок. Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. И я как бы даже извиняюсь, типа, извините, что я вам это все присылаю. Типа, я просто хочу, чтобы следующий мастер, да, который придет изучать все это, у него был качественный материал, и его это не запутало. Меня это не путает, потому что я до этого как бы 3 года читала про бадзи в интернете, я очень много чего изучила уже и так, а сейчас я как бы дополняю все свои знания вот каким-то одним большим продуктом. Поэтому я понимаю, что там, правда, есть ошибка. И без вообще каких-либо обид действительно принимают, действительно все исправляют. У нас тоже случилась такая ситуация, что, ну, там не было прям какой-то глобальной ошибки такой, но была история того, что было бы здорово добавить схемы, и мы услышали. И знаете, мы даже в этом году, это так здорово, что это все вот всплыло, вот это пожелание мастера, потому что для нас это действительно момент роста, признание того, что можно еще лучше, и понимание того, как это сделать. Вот когда сошлись вот эти 2 условия, признание и понимание, вот это действительно дает классный результат, потому что раньше мы только мечтали, например, создавать подобные схемы, а теперь у нас это стало нашей реальностью. И Раиса Петровна, благодаря планшету, который она освоила в ближайший вот последний год, она действительно какие-то невероятные схемы рисует на мастер-классе мастер, на него сейчас набор закрыт. Но вот пройдя вот этот колоссальный путь в целый год в создании этих схем на эти мотивы, абсолютно новые, авторские ее, сейчас мы признаем, что можно даже, кстати, и с нашими предыдущими мастер-классами осуществить такой апгрейд приятный. И все мастера, кто когда-либо приобретал этот мастер-класс, и сейчас у нас есть на платформе, получат эти схемы как бы априори. Они просто добавятся в их личный кабинет, что мне кажется безумно приятно, особенно для тех, кто с нами давно, что мы работаем над качеством наших продуктов даже по окончанию вроде как, потому что мы понимаем, что можно еще лучше, и мы делаем, признаем, да, что можно, и начинаем делать и создаем такие схемы. Схемы уже добавлены на все мотивы по марафону, и в дальнейшем постепенно по возможности создания мы будем добавлять и на все оставшиеся мотивы. У меня по презентации все. Я надеюсь, было интересно. Хочу передать слово Раисе Петровне.
Здравствуйте, рада вас приветствовать. Я сегодня без камеры, но с камеры я буду с Анжеликой через неделю. Да, по схемам, конечно же, это, знаете, как новый какой-то виток для нас. Потому что, когда вы изучаете материал, вам интересно каждая петелька, видео, каждый PDF рассмотреть, прочитать. Но когда вы уже все отточили, схема возвращаться к видео либо к PDF будет много материала и занимать времени. А схема, она вам сократит именно работу. Вот я, например, работаю по схемам сейчас по своей. И по жакету, я думаю, тоже сделать схемы. Но вот когда начинаю делать схемы, вот для меня, конечно же, некоторые схемы затруднительно, как их представить, потому что там они в несколько ярусов. Вот поэтому и просто был такой стоп на эти схемы, что надо лучше показать именно в видео и по фотографиям объяснить, как это связано. Ну, еще новые обозначения, если будем вводить уже свои, не общепринятые, так как эти элементы мы придумали сами. И есть моменты, те, которые мы тоже сами их вяжем, то есть рельефный лицевой ряд, рельефный изнаночный ряд. Конечно же, здесь мы внедрим новые какие-нибудь даже свои схематичные такие моменты. Ну, я думаю, что будет все понятно. И еще по схемам, вот когда я работала по схемам, те, которые есть в общем доступе в интернете, есть такой момент у них, так как крючок очень интересный инструмент, там нету линейного вязания, то есть как на спицах, лицевой, изнаночный, лицевой, и только все это вот с одной стороны и с другой. Здесь нету, точнее, есть возможности разных направлений вязания крючков. И поэтому вот в этих схемах нашла возможность, если вы видите, да, у нас есть там поле внизу наших схем, направление и расстояние этого ряда. Вот это вот, я думаю, что важно, где заканчивается ряд, где он начинается, куда поворачивается. Вы можете видеть по этим схемам, то есть мы внедряем еще вот эту полоску внизу наших столбиков, наших вот этих элементов, для того, чтобы увидеть правильность вязания элементов. Я помню, как мы с Мариночкой вообще вот эти вот схемы все, мы их изучали. Просто я иногда просто вот смотрела на них и думала, господи, ну как же здесь, ну куда, откуда вы, что? Я понимаю, что им там кто-то там, все понятно, кто их делал. Но еще, знаете, такой момент, да, мы, конечно, хотели раньше сделать схему, но у нас была такая проблема. Дело в том, что нанимать человека, который бы сидел рисовал схемы, видите, функция того, кто рисует, и того, кто вяжет, это иногда несовместимые вещи, понимаете? Он может хорошо рисовать, чертить, схемы делать, но не умеет вязать. Поэтому в некоторых схемах, я думаю, и вы понимаете, что бывают ошибки. Даже в журналах, когда у нас есть схемы, есть ошибки, и мы, как вязальщицы, не понимаем, почему там вот что-то не хватает. Слава богу, что сейчас есть такие инструменты в помощь, которые нам может облегчить вообще то, что мы задумали. Просто взять, нарисовать схему свою, которая необходима. Это вот планшеты, на которых я сейчас рисую. Поэтому, конечно же, вот с ростом
мастерства. Я понимаю, что и время сейчас такое, что очень все очень быстро идет и развивается, и поэтому, да, и у нас есть возможность ускорить благодаря хорошему инструменту нашу работу и наши задачи. Вот. Так что все в помощь. Знаете, вот очень интересно, когда вот это внутреннее чувство красоты и сотворить что-то красивое. Ваше творчество, оно может вылиться именно в создании новых изделий. Мне очень приятно. Мне очень приятно, что мы придумали манекены. Очень приятно, потому что это так тоже облегчит вообще работу мастериц. Я думаю, что уже я вот всегда смотрю на тех девочек, которые уже связали изделия. Они связали, не дожидаясь, например, там, заканчивать, то есть конца мастер-класса жилетки, они уже ее связали, свою жилетку. Только из-за того, что у них есть возможность связать быстро на манекен. То есть вот эта сборка, она уже, вот этот опыт тех изделий, которые уже у них был навяз на вязании на манекене, он просто автоматом переносится на другое изделие. То есть здесь уже просто настолько уменьшилось время для вообще создания какого-либо чуда. Мне очень нравится каждый шаг каждой нашей мастерицы, которая делает в своем мастерстве. Вот благодаря возможности, которые сейчас у нас с вами появились. Так что пользуйтесь тем, вот что у нас есть. Надо быть, конечно же, все ловить интересное для себя, делать выводы и решать, как можно улучшить, сэкономить свое время, больше мастерства вложить. И, конечно же, вы знаете, по поводу сеточки и сборки, это только приходит, когда у вас уже есть несколько за плечами изготовленных, связанных изделий. То есть вот эти вот моменты, это только приходит в опыте. Не забывайте про это. Не бойтесь. Это просто первое изделие, это всегда страшно. А потом это уже просто практика, опыт или просто навык. Да. И это никакая не мечта. Ну, в плане... Нет, это, конечно, приятно, что... Приятно, когда мечта становится реальностью. Ну да. А сколько положительных эмоций. Посмотри, когда у нас кто-то выставляет свое изделие, и у него нет уже страха, потому что он знает, что это хорошо связанные изделия. Ну, даже если есть там какие-то ошибки, но уже каждый шаг, он уже становится такой вот твердый, профессиональный, прям приятно смотреть. Приятно. Но это всегда так. Если посмотрите, вы даже не знаете, какие у нас были первые мастер-классы, когда мы делали PDF без схем, без каких-нибудь там сильно графических оформлений. То есть, да, мы на самом деле не первый раз их переделываем, если честно. То есть мы тоже растем, и это нормально. Когда условия сходятся, когда у нас появляются возможности для роста и понимание, что хочется расти, тогда, конечно, все возможно. Подача материала, увлечь вас, вот больше сделать вам возможности каких-то таких нюансов убрать. Есть куратор, который вам поможет. Есть хороший мастер-класс, который хорошо оформлен, понятно. Есть PDF, а сейчас будут еще и схемы плюс. Вообще супер. Поэтому очень хочется красоты, и очень хочется, чтобы мы, как люди, не забывали, что мы изначально придуманы Богом творцами.
Вот это самое главное. И то, что мы после себя оставляем, это наши дела, это наши плоды. И по вот этим плодам у нас люди судят, которые не сделали какой-либо качественный продукт, который либо хорошее, красивое изделие. Неважно, кто рядом с вами был, по учителя какие были. Потому что по вашему продукту и видно ваших учителей. Понимаете? Вот вы – это тот продукт, который мы выпускаем. Даже не наши мастер-классы, потому что конечная наша цель – это ваше изделие. Мы, естественно, заинтересованы в хорошей подаче, в хорошем сопровождении, чтобы вам было удобно, чтобы вы творили, чтобы вас ничего не отвлекало. Могу точно сказать, если вы не будете вязать, у вас ничего не получится. То есть даже если хороший материал, все равно надо будет прилагать свое желание, свое умение, свои возможности и вот свои какие-то силы. То есть подавать нам также руку для того, чтобы мы вас подняли в мастерстве. Понимаете? Это необходимо, естественно, и с вашей стороны. Ну, а все остальное, конечно же, это только осилит идущие. Поэтому, конечно же, как мы растем в мастерстве, так и вы растете в мастерстве. Поэтому здесь будет очень приятно, когда на этом рынке будет не только несколько, которых по рукам можно посчитать мастерам, но и когда будет большое количество, то это, конечно же, очень красиво будет. Во-первых, это будет модно, и это будет привлекать себя. И тогда уже качество изделия – это будет основное. А поэтому для того, чтобы у вас было качество, необходимо, конечно же, именно опыт нарабатывать в изделиях. А это не одно изделие. Вы можете одно связать, конечно же, для себя, для своей дочки, но улучшить качество – это в ваших руках. То есть взять не одно, несколько изделий. Это же нормально, если это начинается с хобби. Это нормально, если это начинается связать себе изделие или связать дочке, внучке. Это нормально. Если вас это затягивает дальше, вот тогда мы говорим уже про вот этот рост. Я расскажу про даже вот свою историю по поводу ирландского кружева, как я вообще туда пришла. Как бизнес я даже его не рассматривала. Это было для меня хобби. Я по своему образованию архитектор, маркетолог, менеджер, закончила президентскую программу переподготовки управленческих кадров. У меня был фонд, у меня были проекты другие, и как-то по своей работе я съездила в Алмату. Очень хороший есть тренер по поводу менеджмента. Я знаю, что он консультирует директоров. Я поехала к нему по поводу того, что мне надо было решить одну задачу по поводу земли. Конечно же, тот ответ, который мне дал, не понравился, но я, когда приехала к нему, я привезла в подарок его жене кофточку, связанную в ирландском кружеве. И когда он пришел, то есть мы не один день с ним встречались, когда он пришел на следующий день, и жена его, видать, уже померила эту кофточку, у него просто так светились глаза, он так рассказывал, он, наверное, столько это благодарности от жены своей получил. И потом он мне сказал, просто, а почему вам вот этим не заняться? Я думаю, странный какой-то человек, вроде бы такой серьезный человек, с таким большим именем, и мне предлагают заняться ирландским кружевом. Я понимаю, красивая кофточка. Но я вот ехала в поезде обратно, думаю, что такое, так это все это понравилось. Почему он с таким багажом знаний,
он обратил мое внимание на ирландское кружево. Я не знала И эту это историю. Да, и я стала вязать просто коллекцию. Мне стало приятно вязать. Мне стало приятно вязать, и потом собралась коллекция. Некоторые не понимали, почему я это делаю. И мы как раз с Анжеликой тогда сделали дефиле. Вот она приехала ко мне, мы сделали дефиле, как раз было свадебное платье, была фотосессия после дефиле, нас пригласили в журнал для, по-моему, свадьбы. И да, нас попросили с этим платьем на обложку этого журнала. И вот 2 сезона, 2 года провисело это платье у нас на обложке. Ну, было очень приятно, осталось впечатление. И, конечно же, вот в нашу историю остался журнал. Вот так мы вошли именно с ирландским кружевом. А почему нет? А знаете, я встречала тех женщин, которые были мои заказчицы, когда это как бы не основное было мое занятие. И мне было приятно от них слышать истории своей жизни, когда они выходили в свет в этих изделиях. Когда у одной девушки влюбился в нее парень, как мама рассказывала. И она просила, чтобы я ей связала платье, потому что ну как-то так тоже хочет найти половинку свою. Ну, это правда, это привлекает, это, во-первых, и взглядом обязательно. А то, что мужчины любят глазами, это точно выделяет вас из вообще общей массы. Вот такая ручная работа. А если еще и хорошо связано, знаете, очень отличается от машинного изделия именно ручное изделие. Когда оно настолько, вот как там говорят, дьявол в деталях, и вот детали настолько красиво связаны, точно исполнены, это вообще сногсшибательно, правда. Потому что когда ты подходишь к машинному кружеву, издалека это оно еще может быть красиво, а вблизи, конечно же, нету вот этого живости, вот живого нету. А вот именно ручное кружево, оно живое, прям к нему приятно. Смотрите, сколько много ручных кружев находится в музеях. А почему? Почему они так интересны? А вот это какой-то дух есть в этом. Вот это вот сохраняется даже вот столько времени. Поэтому обязательно сохраняйте красивые изделия для своих девочек, для своих внуков, правнуков. Пускай они просто о вас вспоминают теплыми словами. Я думаю, что Марина Ивановна, она у нас будет всегда в нашем сердце и нашим другом, которая была первым нашим куратором. Вот, поэтому это, конечно же, объединяет вязание. И я думаю, что каждая женщина просто сталкивалась в своей жизни с вязанием не раз. И для некоторых это уже потом становится не только хобби, но и любимое занятие, которое может приносить денежку и почет, я думаю, уважение. Да, знаешь, вот ты поделилась этой историей, я ее не знала. И спустя время, вообще, в принципе, когда смотришь на то, как зародился проект, как он развивался, там столько всего к нему, знаете, как было каких-то знаков, ну, то есть со всех сторон. Потому что примерно в этот же период, когда с тобой вот эта история произошла, со мной была история консультации. Это было сразу после дефиле, была консультация, и мне сказали, что мне нужно идти в бизнес. Мне нужно идти в бизнес, заниматься красотой и с женщинами, каким-то творчеством. И я ходила, я помню, я тогда в Москве работала, в очень классной студии цветов.
Но я что-то вот я не чувствовала, что это вот мое. Ну, то есть я ходила и думала, где же эти женщины, где же эта красота, где же этот проект такой мировой, где мы объединим всех. Ну, то есть у меня просто не срасталась картинка, а сейчас, когда ты так оглядываешься, сколько событий должно было сойтись, чтобы ты оказался там, где ты есть сейчас, то это огромное количество, возможно, выглядит как случайности, но я вообще не верю в случайности. Я верю в то, что все, что мы делаем, мы засеиваем семена на свое будущее вперед, и каждая петелька, которую вы привязываете, это определенно засеивает семечко в ваше будущее. И я вижу, как мы сегодня вот со Светой разговаривали на тему того, что мы растем, мы вообще-то молодцы. Возможно, мы не видим там колоссального роста, там, не знаю, 1000 новых мастериц в мастер-класс прошло и вяжут изделия на заказ. Ну, то есть таких, конечно, громких цифр мы пока не можем сказать. Но и кружево это, оно не для каждого. То есть это действительно только ценители увидят, заметят, отметят. Но очень важно как бы грамотно, во-первых, упаковать, а еще очень важно, чтобы все условия созрелись для того, чтобы прорасти той самой, не знаю, кармическое, да, воплощение того, что там вы несете при рождении. Мы все творцы. Мы обязательно с какой-то целью каждый из нас пришел. И роль мамы — это тоже роль. Роль рукодельницы — это тоже роль. Роль, не знаю, там, мужчины, который создает что-то на заводе для нас всех. Вот я каждое утро просыпаюсь и понимаю, что если бы я просто благодарна всем людям, что они проснулись и пошли на свою работу. Это правда вызывает большую благодарность в сердце, потому что ты понимаешь, что все, что вокруг тебя сейчас происходит, все благодаря всем, кто утром встал и пошел на работу. Там мне нужно в какую-то службу позвонить, этот человек встал, умылся, пошел на работу, чтобы я могла до него дозвониться в эту службу, например. Я заказала еду, этот человек там создал эту платформу, этот мне привез что-то, то есть это такое количество людей вообще, в принципе, каждый день ваш создают, даже если вы просто дома провели его. Но на самом деле свет, вода, все, что вас окружает, все сделали люди. И когда ты понимаешь, что все это по таким крупиночкам вообще создается, вот это кружево, оно для меня тоже такую философию несет, что вроде колечки, вроде пуговки, вроде листики, цветочки, все так по отдельности, по чуть-чуть, а вместе это создает действительно, философию, действительно какой-то такой рисунок, действительно, как ты сказала, живость, да, в этом кружеве есть. В этом кружеве есть душа каждого мастера, кто вязал это изделие, понимаете? Эта энергетика, она идет вместе с этим изделием. И когда там заходит тема цены, очень часто у нас дискуссия на эту тему, мы в принципе просим мастеров никогда не дешевить, да, со своим кружевом, со своим временем. И у нас был восхитительный прямой эфир с Альбиной как раз на тему ценообразования изделия и почему кружево столько стоит, сколько должно стоить по сути, и почему некоторые мастера действительно обесценивают этот свой труд, и тем самым они дейпинг цен создают, и остальные мастера, действительно, возможно, кажутся странными, почему они ставят такие большие ценники на свое искусство. Но поверьте, вот как сейчас Раиса Петровна рассказала, вот этот мужчина, он понял сразу ценность. Он ей тогда это подчеркнул, но, возможно, на тот момент она не сразу это поняла. Да? Филин Сергей Александрович, это в Алмате тот, который именно работает с директорами. Но вы знаете, я когда приехала домой, и когда со мной случилась вот эта беда, когда я попала в больницу, и я поняла, что я просто больше уже не смогу, то есть как бы вот находиться в том ритме, который я шла, то есть я уже обрезана была. И в тот момент именно вот эта нитка, может быть, знаете, все наши
вот Богом запланированные препятствия в нашей жизни, они выводят на наш путь. То есть, который мы преодолеваем, дает нам возможность найти себя. Вот. И тот ужас, когда я испытала о предстоящей парализации, это был для меня, конечно же, шок. Но вот чем можно заняться в такой ситуации? Ну, чем? Я не привыкла, я всегда что-то делала. А здесь все, просто конец. И вот эта ниточка, она заставляла меня отвлекаться. И после того, как вот я сделала первое изделие, я получила такое же удовольствие, вот как от грандиозного какого-то вот проекта, который можно было сделать в свою жизнь. И каждое изделие, оно каждый раз все больше вот это грандиозное. И все. Я поняла, что есть в жизни другие есть направления, не только теми, которыми я раньше занималась, где можно профессионально точно так же выстроить свою линию, да, и стать тем профессионалом, которым вот мы сейчас и представляем на рынке себя. Но я думаю, что здесь всегда идет развитие, и мы на месте не стоим. Я думаю, что очень мечтаю сделать дефиле. Дефиле всех наших мастериц. И, кстати, то, что кружево ручное именно на рынке плохо преподносится, я имею в виду упаковка. И поэтому цена невозможно найти своего клиента. Да. То есть об этом надо заявлять. Это об этом надо рассказывать, об этом надо показывать, поэтому и объяснять, почему такая ценность этого изделия. В Цена чем и это ценность заключается? разные вещи. Цена и ценность разные вещи. Вот Да, просто но разные. нет, но и мастерство. Да, Мастерство да. певицы — это самое важное. Поэтому Это- мне так нравится вот эта фраза от Коко Шанель, что вещи ручной работы — это роскошь. И если вы не готовы платить за время мастеру, да, то вещи ручной работы — это роскошь. Иметь их каждому совсем не обязательно. Вы либо платите мастеру за его время и труд, либо создаете изделия сами. То есть, а когда вы вот этот вопрос перед собой ставите, сами, то есть это же действительно очень сложно. И вот то, какие изделия сейчас мастера, которые прошли наши мастер-классы, и какое качество они показывают, это глобальный труд. Но он сократился в миллиарды часов, потому что вот был вот этот путь выстроен, понимаете, очень короткий. 6 месяцев на самом деле для такого изделия это не так много. Поверьте. Потом вы будете эти изделия раз в месяц такое болеро создавать, например. Потому что уже просто, техника и навык появится. Обучение, конечно, долго длится, потому что надо просто привыкнуть. Надо вот наработать все вот эти петельки, надо наработать свою технику. Но цена и ценность — это разные вещи. Очень важно, как вы преподносите свой талант, да, то, как вы упаковываете, то, как вы оформляете свои социальные сети. Даже вот эта платформа, которую мы создавали, она тоже стоила, больших вложений. Туда это не только там оплата какого-то тарифа, который мы каждый год оплачиваем, чтобы эта платформа существовала. Это фото, это видео, материалы, это все вот эти программы по монтажу, это программы по дизайну, которые PDF-ки эти создает, это техника, на которой мы работаем. То есть это гигантские вложения. И благодаря вам, на самом деле, благодаря тому, что вы нас поддержали, мы продолжили это обучение. И мы его создаем, потому что оно нам надо, да, команду взрастить. Но и оно и вам полезно, потому что вы растете в своем профессионализме, и, возможно, это ваша будущая карьера, возможно, это ваша будущая профессия. Если вы действительно понимаете, во что вы вкладываетесь, вы
не только временем, но и рублем в это, да, вы вкладываетесь, и это засеивает семена того, что вы растете в этой области. Мы растем вместе с вами. И наоборот. Мы растем, и вас мы обязательно к себе подтягиваем, потому что, например, вот как мы создали эту фотосессию с мастерами, да, все мастера прислали свои жакеты. Мы не смогли провести дефиле, потому что все события в 2022 году как бы не про праздник вообще были. Мы хотели вообще разослать все эти жакеты обратно, потому что, ну какое дефиле? То есть немного другие задачи, да, как будто бы. И тогда вот этот момент, когда мастера сказали: нет, ну пожалуйста, проведите фотосессию, да, и они помогли нам сделать эту фотосессию, это тоже действительно было их вложение, а наше вложение, ну, временем, качеством тоже, и рублем, и нашим профессионализмом, как мы хотим, как мы, ну, как бы видим. И благодаря вот этому доверию, которое мастера нам оказали, мы видим действительно, что это в дальнейшем дает классное портфолио для мастеров. Для нас это тоже дает портфолио того, что вот мастера, все фотографии, которые вы видите, например, в презентации, я очень часто именно их использую. И мастера в дальнейшем могут эти фотографии использовать для своего портфолио, когда они там оформят свои социальные сети, создают для себя сайт, либо даже просто увидев клиента, пообщавшись с ним, да, как там, например, у нас было с мастером с Украины, когда она пошла просто на крестины, была в жакете, ее буквально там же вот в церкви встретила женщина и сказала, что хочет такой жакет себе же, пожалуйста. И вот, в общем, у нее и заказ, вот у нее клиент. Ну, то есть вы как бы тоже должны понимать, что вы должны проявиться, чтобы это начало работать. Если вы будете сидеть дома, ничего не делать, ничего не сдвинется. Это вот то, что мы в глобальном смысле поднимали на теме на прямом эфире с Альбиной Буймистер, и это действительно был шикарный эфир, потому что мне нравится, мы в нашей студии говорим о том, о чем, возможно, ну, мало кто говорит, потому что эта индустрия, она не выстроена, и в наших с вами руках ее выстроить, в наших, понимаете? Вот то, что вы вяжете каждый день, делитесь в социальных сетях, рассказываете даже своим, может, знакомым, поверьте, это и выстраивает новую индустрию, какое-то новое движение, новое течение. Я в Индии сейчас, когда была, познакомилась, я была уже знакома с этим человеком, он из Ирландии, он же является гражданином Ирландии. И когда я ему рассказываю, я ирландским кружевом занимаюсь, он меня спросил, а что это? То есть человек, который вроде как должен понимать априори, потому что он сдавал экзамен, там, не знаю, он 10 лет уже живет в Ирландии, ну, чтобы ему получить гражданство, и там и экзамен надо сдать, и, понятное дело, в общем... А он не знал, он не слышал, потому что там это настолько сейчас, наверное, не популярно, но это в наших руках сделать это популярным, сделать новый виток у этого, и поверьте, столько возможностей. Мы вас еще удивим, я вот вам гарантирую это точно. Наша команда-то знает, какие задумки в моей голове шикарные рождаются, но все постепенно. Все вообще, вот каждый мотив, каждое колечко, оно вяжется по чуть-чуть, а потом вот так собирается в это одно изделие. Вот так же и этот проект, он когда-то очень давно начался, лет 10, может, даже еще больше назад, и просто все события вели нас к тому, чтобы вот мы здесь вот так вот с вами сидели, разговаривали в прямых эфирах, делились своим опытом, делились своими взглядами, отвечали на вопросы. Сегодня, к сожалению, у нас уже не осталось времени на вопросы. Света всем ответит в комментариях. Если что, у нас есть и кураторы в наших чатах. Пишите вопросы по вязанию, всех сориентируем, всем поможем. Я просто хочу уже завершить наш прямой эфир, чтобы долго не затягивать, но главная мысль этого эфира: пожалуйста, не думайте, что ирландское кружево — это недостижимая мечта. Именно сейчас появились все возможности для того, чтобы ваше обучение в этом ускорилось. У нас есть интернет, у нас есть возможность заказать в любую точку мира свои там крючочки, клубочки. У нас есть возможность создания такого шикарного инструмента, как манекен-изделие, благодаря которому вам не нужно вообще париться о том, как там выкройка, как втачивание рукава. Один мастер-класс проходите у нас, и вы понимаете весь цикл создания изделия. И для вас это не становится какой-то недостижимой мечтой, для вас это становится реальностью, просто реальностью вашей жизни. И вы можете дальше либо идти, например, в нашу команду,
если это взаимная какая-то любовь у нас образуется. Но чтобы мы вас увидели, вам нужно проявиться, да, хоть как-то, не знаю, писать нам, общаться, желательно очень вежливо, потому что если вы просто, ну, как-то невежливо проявляете себя, мы, конечно, вам услугу сделаем, все как надо, но просто человеческий фактор тут сыграет. Наша команда, она от любви создается. Она как бы от мамы с дочкой, понимаете, от любви создалась вся эта команда. И все члены команды, которые у нас здесь есть, они тоже притягиваются каким-то волшебным, магическим, приятным образом, ну вот таким прям волшебством, но с счастьем, с радостью. И, возможно, вы пойдете в нашу команду, возможно, вы начнете сами развиваться как мастер, и мы будем только рады, потому что если нас станет больше, то и ирландское кружево станет более популярным, значит, будет больше заказов, понимаете? То есть мы тут взаимопомощь друг друга устраиваем, и это нормально. Пожалуйста, помните, что ирландское кружево — это не мечта какая-то недостижимая, это на самом деле реальность, и вы можете ее достичь. Мы вам даем для этого возможность короткого пути, но мы не говорим, что вы не можете там без нас, вы можете и без нас, пожалуйста, идите, изучайте, реально в Инстаграме, там, в Нельзяграме, в Ютубе, я уверена, очень много уже появляется по чуть-чуть мастеров, где вы можете этому изучить. Возможно, чуть дольше времени у вас это займет, но если вам такой путь нравится, пожалуйста, делайте это, развивайте, пожалуйста, популяризируйте ирландское кружево. Мы будем только за, мы будем только рады. И, конечно, будем очень рады и мастерам, которые выберут нас, потому что все, что мы делаем, это для вас и благодаря вам. Это то, чем я заканчиваю обычно наши прямые эфиры, и это правда. То есть благодаря вашей поддержке мы растем и развиваемся, у нас созревают все условия и возможности для улучшения качества нашего материала. Но этот год, он завершающий по обучению. Следующий год мы уходим уже в изделие, мы создаем команду. И отчасти это такие последние возможности уже с нами взаимодействовать очень плотно, потому что дальше у нас другие будут задачи стоять. Понимаете, в развитии нашей студии, в развитии нашей команды, нашего бренда действительно дефиле очень хочется сделать, и это то, что мы будем ставить, ну, как цель, да, именно так подытожить, показать талант всех наших мастериц. И, возможно, сейчас, присоединившись к такому мастер-классу, создав эти изделия, вы попадаете таким образом, засеиваете для себя возможность попадения и на это самое дефиле, о котором мы говорим. Все возможно. Вот все возможно. И этот мужчина, который с Раисой Петровной разговариваю, он здорово, что он именно ей это подсветил. Возможно, это тоже была некая семечко с его стороны, чтобы ее все-таки повернуть в сторону ее невероятного таланта, потому что то, что она делает своими руками, и это восхитительно. Я, честно, талантливее женщину в мире не знаю, и я так горжусь, что это моя мама. Она действительно делает что-то волшебное, и она превращает мечту в реальность, воплощая какие-то невероятные мотивы. Если вы это посмотрите, ну вот просто, ну что это? Это же просто красота, я не знаю, как она это делает своими руками и крючочком. Это действительно похоже на волшебство. Вот. Спасибо большое, что вы пришли на эфир. Если бы вы не пришли, эфир бы не состоялся. В следующий четверг эфира не будет. У нас будет выходной, мы немножко отдохнем. И группу запускаем 10 мая. Следующий прямой эфир, получается, по марафону у нас в субботу. Это в 4:30 по Москве. Приходите, будет очень интересно. С Раисой расскажем вам всю программу нашего мастер-класса «Жакет». Берегите себя. До свидания.